Всем привет! Тема сегодняшнего выпуска посвящена очень важному элементу безопасности автовладения – системам авторизации. Иными словами, тем девайсам или решениям, которые используют автомобилисты для того, чтобы снять сигнализацию или прочие противоугонные устройства с охраны и воспользоваться машиной. Если коснуться истории, то противоугонные технологии берут начало с 1920 года, то есть век назад. Об этих интересных фактах я более детально расскажу в следующих обзорах, но наивысший период развития и внедрения большинства автомобильных охранных технологий пришелся на период 70-х и 80-х годов 20 века. Именно тогда начался общемировой автомобильный рост, и вместе с тем начались автоугоны, и они участились, и родилась потребность в автосигнализациях и противоугонных системах. Именно с тех времен берут истоки многие методы авторизации, которые применяются и по сей день. Стоит отметить, что прежде всего способу идентификации присуще понятие «комфорт» и «безопасность». Но зачастую между этими определениями возникают разногласия, которые очень серьезно влияют на сохранность движимого имущества. Сегодня мы рассмотрим подавляющее разнообразие вариантов валидации, которые использовались, применяются и которым предстоит внедрение в практику доступа к разблокировке автомобильных противоугонных систем, применяемых на территории России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявим уязвимости этих методов распознавания, слабые, сильные стороны и обсудим с приглашенным экспертом в области криптографии и идентификации личности, что нас ждет в будущем. Для наглядности и простоты восприятия продемонстрируем историю эволюции систем авторизации на примере генеалогического древа. Ступенями развития будем считать совокупность даты внедрения, периода наиболее активного распространения и применения, актуальности метода, его функциональности и практичности. Погнали! Итак, с чего же начиналась авторизация на первых электронных автомобильных охранных девайсах? Да банально с обычной кнопки, то есть тумблера. В западных странах эти системы изготавливались преимущественно кустарно, а в серийное производство были внедрены в основном в СССР, примерно в 80-х годах. И носили они тогда название совсем не автосигнализации, тогда еще не было такого понятия, а назывались эти устройства автосторож. Для постановки в охрану требовалось перед выходом из машины включить тумблер, а чтобы отключить сигнализацию, давалось некоторое время после посадки в автомобиль. Конечно же, этот тумблер ставился в укромном месте, однако так или иначе он был обречен на демаскировку защиты, потому что, проследив за движениями автовладельца, можно было легко вычислить его действия. Несмотря на раритетность подхода, этот способ авторизации многие используют до сих пор, но чаще как секретку. Что такое-то? Что ты глохнешь-то? Несмотря на то, что системы охраны были электронными, они могли управляться механическим ключом. Вы удивитесь, но внедренная в 1970-х годах в США система под названием Chapman Lock была актуальной на протяжении 20 лет и пользовалась высоким спросом потребителей. Устройство явилось прародителем первых замков капота, появившихся в России в виде азиатской реплики под брендом Falcon. Затем в виде электромеханического капотного замка от смоленской компании Converse Invest, впоследствии вдохновившим различные авторские мастерские на схожие и даже повторяющиеся изобретения. Однако данное решение имеет недостатки в силу демаскировки основного органа управления и, как следствие, поиска злоумышленниками банальных решений механического воздействия на эту систему. Подобный метод авторизации применяется и по сей день. К примеру, в изделиях под брендами Техноблок, в которых замковая часть уже претерпела ряд прогрессивных доработок. Метод авторизации при помощи гиркона использовался в основном в СССР. Классифицировался как бесконтактный способ управления, и для деактивации охранной системы требовалось поднести небольшой магнит к гиркону, установленному скрытно за обшивку или под стеклом, после чего происходила разблокировка противоугонной системы. Контактный способ идентификации при помощи набора кода на одно-двухпозиционной кнопке либо на клавиатуре был внедрен еще в 70-х годах в Соединенных Штатах. Активно использовался в американском автопроме вплоть до 2000-х годов в качестве заводского метода авторизации, но также был распространен для дополнительных противоугонных устройств. Из основных уязвимостей метода — демаскировка в людных местах, либо подбор с применением ультрафиолета. Кнопочный брелок, пожалуй, самая распространенная и долгоиграющая методика доступа к автомобилю и его охранной системе. Причем данная технология внедрялась в 70-х годах в Италии сразу двумя конкурирующими компаниями — Meta Systems и MED с одноименными автосигнализациями.
Также этим занималась внедрением компания Омега из Соединенных Штатов, дальнейшее известная под такими брендами, как Excalibur, Crime Guard и прочими. В России в 90-м году метод радиоключа с малым радиусом действия впервые применил санкт-петербургский разработчик и производитель охранных устройств Magic Systems в системах Libiaf и Ajax. Данный способ по-прежнему используется на современных автомобилях. Разве что претерпел изменения в системе кодирования и шифрования, начиная со статического кода, перешедшего в динамический, и диалоговый с индивидуальными ключами шифрования. Из уязвимостей, как мы помним, обнаруживались следующие угрозы. Кодграббер или электронная отмычка для статического кода, который просто считывал из эфира радиосигнал и затем воспроизводил его в отсутствие автовладельца для несанкционированного снятия с охраны сигнализации. Прорывным решением стало в начале 2000-х годов применение кодграббера с замещением. Взглянем на его принцип работы. Владелец пытается поставить сигнализацию под охрану. Злоумышленник спецприбором выставляет помеху, которая препятствует прохождению сигнала от брелка к машине. Одновременно с этим кодграббер записывает первую радиопосылку. Владелец пробует поставить в охрану вторым нажатием на кнопку брелка. Злоумышленник опять выставляет помеху, записывает вторую посылку, при этом сразу же отсылая к машине имеющуюся в памяти посылку номер 1. Автомобиль встает в охрану, владелец уходит, после чего угонщик использует записанную радиопосылку номер 2 для снятия с охраны. Ну и кульминацией стал впоследствии совсем упростившим методику взлома мануфактурный кодграббер. Его работа основана на принципе использования единых ключей шифрования. Методика получения этих мануфактурных ключей следующая. Для начала при помощи специальных технологий происходит вскрытие микропроцессора лазером, так называемая декапсуляция. Затем при помощи электронного микроскопа происходит чтение кода. Подобным рискам подвержены азиатские охранные системы, а также многие штатные автосигнализации. Кодграбберы производятся в закамуфлированных устройствах. Чаще всего это брелки от сигнализации. Стоимость такого изделия на черном рынке от 25 до 300 тысяч рублей. Основными особенностями кодграббера является то, что он не требует квалификации, не требует затрат времени при использовании, сложно доказать вину при изъятии, так как чаще всего он закодирован пин-кодом на включение. Также он не обнаруживает факт проникновения, то есть после хищения машина ставится обратно в охрану. Данная электронная отмычка охватывала не только дополнительные сигнализации, но и заводские устройства популярных брендов. Причем, несмотря на громкие заявления, например, концерна ВАК о признании взлома своих брелковых систем идентификации до 2015 года включительно и исправления этих проблем, мы продолжаем фиксировать уязвимость этих заводских систем доступа. Небольшие бесконтактные метки были внедрены еще в 80-х годах прошлого века. Для такой метки не требовалось батарейки, и работала она за счет накачки встроенной емкости от электромагнитного поля, после чего происходил обмен данными для распознавания по радиоканалу на короткой дистанции. Впервые для потокового производства охранных систем было применено компанией DEI Directed Electronics Incorporated. И затем идея очень активно внедрялась в штатные противоугонные системы и дополнительные иммобилайзеры, представленные в России такими моделями, как GT25 и Greenback, ставший прообразом иммобилайзера APS, применявшегося на автомобилях ВАЗ. Кстати, именно компания Vist, ставшая впоследствии производством Ителма, является основным поставщиком электронных систем авторизации на автомобиле Lada до сих пор. Уязвимостью данного метода является отсутствие двустороннего обмена информацией и возможность считывания сигнала кодграббером на малых расстояниях, например, в лифте, для дальнейшего воспроизведения, а также демаскировка антенны считывателя и дальнейшая возможность поиска злоумышленником головного устройства по магистрали от нее. Интересным и нестандартным было применение технологии инфракрасного излучения для валидации, как в пульте от телевизора. Впервые технология была применена в конце 80-х годов для заводских охранных систем BMW и Audi на базе системы Bosch Blocktronic. В России подобная технология была представлена производственной компанией Ultrastar с одноименной моделью автосигнализации. Кстати, впоследствии больше известной под брендом Starline. Средств противодействия сделать не успели. Причиной ухода с рынка данной методологии стало неудобство использования за счет преломления или отражения ИК-луча при взаимодействии на границе сред. От автовладельца требовалась направленность действия, и не со всех сторон машины возможно было управлять системой. А такое явление, как тонировка, только усугубляло распознавание. Контактный электронный ключ. Явление тоже из 80-х, до нас дошедшее в виде очень распространенной таблетки Touch Memory, а также различного модификации ключей от итальянской компании MET.
Были и прочие виды устройств, чаще исполнения в классе иммобилайзера. Такие имена, как Равелка, Полярный Волк и прочие. Первые экземпляры контактных электронных ключей были со статическим кодом, но с появлением динамического электронный взлом, конечно же, усложнился. Тем не менее, метод распознавания не прижился в силу некомфортного использования и морального устаревания. Новое поколение требует более простые способы авторизации, не требующие каких-либо действий от автовладельца. Из уязвимостей демаскировка и возможность поиска головного модуля от считывателя по проводам. Противопоставлением предыдущему пункту авторизации является метка, имеющая в своем составе батарейку и не требующая от владельца нажатия клавиш. Появилась в виде мелкосерийного устройства на Западе еще в 80-х годах и продолжает входить в обиход владельцев автомобилей все больше и чаще. В конце 90-х в России это было внедрено на уровне сигнализации Magic Systems модель MS400 и Blackback от производителя Altonica. Также внедрение задело и заводские системы доступа, мы их знаем как бесконтактные. В отличие от штатных систем, которые в 99% случаев имеют уязвимость в виде возможности ретрансляции ключа, современные метки, работающие на частоте 2,4, имеющие диалоговый код и индивидуальные ключи шифрования, остаются актуальны и являются одними из самых востребованных методов авторизации в России на текущий момент времени. Сейчас они есть среди дополнительных сигнализаций практически у всех российских производителей Car Security. Примеры приведены в подсказке. Казалось, было иметь вот такой способ идентификации, который не только будет исключать действия владельца, но и не будет требовать замены элементов питания в метке. Поэтому инженерами компании Altonica была внедрена система авторизации в виде дальнобойной карточки для передачи сигнала, заряжавшейся от антенны, установленной в водительском сидении автомобиля. Но метод не прижился, и из минусов была сложность в установке антенны, что приводило к удорожанию услуги, неуверенность считывания за счет экранирования карты телом водителя, а также система кодировки оставляла желать лучшего. Одним из оригинальных контактных способов авторизации в начале 2000-х годов в России был ключ, вставляемый в гнездо прикуривателя на момент запуска двигателя. Причем технология валидации заключалась в передаче цифрового сигнала по штатной проводке автомобиля. Метод был представлен азиатской моделью иммобилайзера Mr. X, поставляемой компанией Ultrastar, и устройством MSR от питерского производителя Magic Systems. Брелок с ЖКИ-дисплеем, как и сигнализация с обратной связью, появились в природе примерно в 90-х годах. Сперва на японском и корейских рынках, а затем активно начали поставляться в Россию. В 2002 году в России появляется первая отечественная двусторонка Stalker MS600, которая, в отличие от своих азиатских собратьев, имела устойчивость перед электронным взломом за счет новых технологий, таких как диалоговый код. На 2018 год по итоговой статистике из всех установленных дополнительных систем сигнализации ЖК брелками это 50% от всех продаваемых. Но постепенно они вымещаются GSM-сигнализациями с меточной авторизацией. Интересный метод авторизации был применен на штатных кнопках руля. Это удалось внедрить в массы благодаря технологиям CAN в том числе. Перед запуском двигателя пользователь должен был вводить комбинацию нажатий на штатные клавиши, тем самым разрешая последующий запуск двигателя. Впервые прием был применен компанией Magic Ring в системах Excellent. Из минусов – это относительное удобство пользования. Предусматривает дополнительные действия владельца, демаскировка и способ считывания электронным глазом. В конце 90-х с внедрением сотовой сети начинают появляться GSM-сигнализации с соответствующим методом авторизации управления. Безусловно, это самый продвинутый способ давать команды автомобилю и по сей день. Но по методике защиты здесь есть острые моменты, такие как хакерские атаки на сервера, подмена базовых станций и клонирование сим-карт. Поэтому многие производители намеренно не ввели на уровень DTMF и SMS-команд возможность снятия с охраны, чтобы избежать спорных вопросов. Основным современным способом управления через сотовую сеть является соединение WebSocket, позволяющее быстро отдавать команды на устройство по защищенному каналу и с защищенным протоколом обмена информацией. Еще одним средством управления дополнительных охранных систем послужил слейв-режим. Он был изобретен и внедрен в нулевые годы и основан на упрощении авторизации дополнительных систем, заимствуя сигнал разблокировки от штатных сигнализаций.
Тогда еще не были так распространены алгоритмические замещающие код грабберы для заводских радиоканальных систем, поэтому когда-то слейв-режим был актуальным. Используется этот метод и по сей день, но в 95% случаев при установке активируется некорректно, что позволяет злоумышленникам после отключения заводской сигнализации снять с охраны и дополнительную. На сегодня актуальность слейв-режима остается только с использованием дополнительных средств валидации, таких как пин-код, метка и прочее. Одним из ключевых методов идентификации будущего, безусловно, является биометрия. Конечно же, в первую очередь была произведена попытка внедрения распознавания личности по голосу. Ниндзя! Но попытка не принесла желаемых результатов за счет нераспознавания в связи с физическими особенностями голоса меняться и возможности подделки или записи, либо очень сложной комбинации обмена информацией между пользователем и системой авторизации. Требуется диалог и желательно с изменением информации. Еще один метод распознавания по биометрии, но уже контактный — отпечаток пальца. Идея была свежа и применялась в автосфере на примере иммобилайзеров BioCode и Voodoo в нулевых годах. На первый взгляд всем показалось, что данный метод очень удобный, практичный, ничего с собой носить не надо, но что-то было не так. Во-первых, температурные условия, дождь сразу же сделали невозможным использовать систему считывания. Выяснилось, что после мороза и мокрый палец не воспринимались емкостным сенсором. Более сложные оптические сенсоры, имеющие большую фокусную глубину, в условиях большого перепада температуры и влажности тоже не нашли применения в автомобиле. Во-вторых, система безопасности оставляла желать лучшего. На сканере после прикосновения всегда оставался биоматериал, и злоумышленники научились при помощи специальных методов создавать дубликат в виде слепка. Также отпечатки легко воссоздавались по фотографиям. Не подведи. Откройся, ну уже откройся. С пальцем и голосом не прокатило, но идея внедрения биометрии для распознавания автовладельца не отпускала разработчиков и производителей охранных устройств. Поэтому компания iLock попыталась внедрить в качестве метода авторизации распознавание по сетчатке глаза. Изделия тестировались ведущими мировыми производителями, но так и не были внедрены в состав заводских охранных систем из-за целого ряда особенностей применения. Например, освещенности, направленности сканера, суровых температурных режимов работы и дороговизны применения. Помимо этого, данную технологию можно было легко обмануть. Для этого достаточно было иметь в наличии хороший фотоаппарат и 3D-принтер. Еще одна методика была относительно недавно предложена в качестве заводской меры по валидации автовладельца компанией Tesla. Водитель для запуска двигателя должен нажать на экране тачпэд ряд предлагаемых клавиш. Клавиши при каждой последующей выдаче меняют свое расположение, таким образом обеспечивая невозможность запомнить места прикосновения, что у современного человека всегда с собой. Конечно же, смартфон. Зачем носить еще какие-то гаджеты или девайсы, оттягивающие карман? Современные протоколы Bluetooth, уже являющиеся энергосберегательными, обеспечивают передачу шифрованной информации от владельца к автомобилю. Подобная методика используется в российских охранных системах Pandora и Starline ориентировочно 2015 года и позволяет владельцу, не доставая телефон, в режиме свободных рук снять сигнализацию с охраны. Единственный минус на сегодня — это севшая в смартфоне батарейка, но для подстраховки можно использовать любой метод идентификации, указанный выше, например, нажатие клавиш на руле. Упомянутые способы авторизации можно классифицировать по двум признакам. Это контактные и бесконтактные. Как видим, и те, и другие продолжают существовать, несмотря на рост технологий. Однако бесконтактные явно преобладают. Требование к комфорту делает свое дело. Возникает законный вопрос, как долго протянут те методы авторизации, которые используем сегодня. Такие как активная метка 2,4 ГГц со 128-битным шифрованием и индивидуальными ключами, и что нас ждет в будущем. Спросим об этом эксперта в области цифровых технологий Александра Агалакова. Если рассматривать перспективы текущих систем авторизации по радиоканалу, то их можно описать достаточно кратко. Диапазон 2,44 ГГц, то есть фактически это Bluetooth. Ключи шифрования у ответственных производителей индивидуальные.
Код, разумеется, диалоговый. И перспективы этих систем я оцениваю порядка 3-5 лет. В будущем системы авторизации пойдут по направлению облегчения их использования автовладельцами, и средством для подобных решений станут обрабатываемые с помощью нейросетей Big Data. В рамках алгоритмов, которые будут применяться в дальнейшем, скорее всего, будут использованы дополнительные параметры, включающие в себя поведенческую аналитику, собираемую на основе данных с большого количества сенсоров, собираемую на основе данных от мобильных устройств, используемых владельцем, в том числе таких технологий, которые сегодня никого не удивляют, это Face ID и, например, это сканеры отпечатков. Но все это будет сделано в совокупности и образовывать достаточно большой и мощный комплекс, крайне затрудняющий возможность подделки, замещения, либо фальсификации цифровой личности человека, к которой мы, к сожалению или к счастью, так или иначе приближаемся все ближе и ближе. Перед тем, как финализировать этот выпуск, хочется отметить важную тонкость. Как вы знаете, миссией компании Угона.нет является, обеспечивая комфорт, гарантируем безопасность. И для того, чтобы соответствовать каждому слову в этой формулировке, мы постоянно анализируем текущий уровень развития технологий авторизации. Выбираем наиболее перспективные из них и работаем над их адаптацией в наши охранные комплексы и системы. И именно эта компетенция позволяет нам обеспечить финансовые гарантии от угона. Помним, что угоны бывают технические с применением человеческого фактора. Для обеспечения комплексной защиты, конечно же, надо взвешенно подходить к подбору противоугонных устройств и методов доступа к ним. Зачастую требуется многофакторность авторизации, но данный подбор рекомендуем оставить профессионалам. Кстати, адреса наших сервисов вы можете найти, перейдя по ссылке в описании. С вами был эксперт Угона.нет. Следите за нашими выпусками, чтобы оставаться в безопасности. Пока.